Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, насколько фермент фитаза является незаменимым компонентом современного рациона кормления свиней. Рынок добавок для кормов сейчас очень обширный, и если для вас добавка не более чем рабочий инструмент и вы не занимаетесь их продажей, то разобраться в их изобилии очень сложно. Поэтому какое кормовое решение выбрать, это всегда головняк еще тот. Ведь нет рекламных проспектов, в которых не было бы массы утверждений, что именно эти добавки самые уникальные. Но, как бы там ни было, по большому счету все добавки решают две задачи. Это снизить себестоимость кормов и повысить продуктивность. В первую очередь необходимо, чтобы корма в единице своей массы содержали максимальное количество доступной энергии и аминокислот. При этом следует помнить, что также необходимо позаботиться и о поступлении достаточного количества минеральных веществ. Существует правило кормления, что чем выше концентрация питательных веществ в единице сухого вещества, тем больше продуктивность животных. Для свиней основной вид корма – это зерновые корма. Так вот, степень усвоения энергии и аминокислот основных зерновых кормов колеблется в пределах 80-90%, а степень извлечения организмов минералов из их состава не превышает и 30%. Почему так? А все потому, что один из основных минеральных элементов, который необходим свинье для ее нормального роста и развития, фосфор, находится в недоступном для переваривания состоянии. Фосфор в зерновых кормах находится в виде связанного комплекса, который называется фитатом. 80-90% фосфора в растительных кормах находится именно в таком непереваримом состоянии. И если ничего не предпринимать, то все это проходит через организм животного транзитом. И получается такая ситуация, что фосфора в кормах как бы и много, но он не усваивается и выводится с организма, при этом еще и сильно загрязняя окружающую среду. Кстати, в некоторых странах существует даже налог на этот вид загрязнения. Чем больше фосфора в навозе, тем больше налог. Это первое. А с другой стороны, фосфора растущему организму не хватает, и его надо вводить дополнительно извне. Это можно сделать двумя способами. Или за счет животных кормов типа рыбная мука или мясокостная мука. Это хороший вариант, но это очень сильно удорожает стоимость и без того дорогих кормов. Второй способ наполнить рацион необходимым фосфором – это добавить в него минеральные добавки. Это или малоконцентрированные фосфаты типа трикальциев фосфат, или более насыщенные фосфаты типа монокальциев фосфат или дефторированный фосфат. То есть, чем больше в рационе доступного фосфора и кальция, тем лучше. Наилучшими источниками кальция на сегодня являются те минеральные добавки, у которых уровень действующего элемента 35 грамм и более на 100 грамм продукта. Вводом минеральных добавок мы как бы и закрываем проблему недостатка фосфора. Но тут все дело в том, что эти добавки значительно снижают энергетическую емкость кормов. Ведь минеральные добавки в своем сухом веществе вообще не содержат ни энергии, ни аминокислот. И получается такая ситуация, что мы с одной стороны стараемся максимально увеличить энергетическую емкость рациона, а с другой стороны при введении в рацион минеральных добавок снижаем ее. И в это же время, как я уже сказал, что от 80 до 90% фосфора, который содержится в растительных кормах, проходит через организм транзитом, потому что организм свиней не способен вырабатывать фермент фитазу, который бы расщеплял фитины. Обидно и досадно, но так было когда-то. Сегодня эта задача решена при помощи фермента фитазы, который научились получать из грибов и бактерий. Фитаза расщепляет фитиновые комплексы и делает доступным фосфор, который находится в фитинах. Степень использования фосфора растительных кормов повышается в пределах 10%. Новые разработки фитаз позволяют увеличить этот показатель даже до 25%. Также доказано, что попутно с этим, благодаря действию фитазы, повышается доступность метионина и лизина. При расщеплении фитинов, наряду с освобождением фосфора, содержащиеся в кормах кальций, железо, марганец, цинк, медь становятся доступнее в пределах 10-12%. При этом также растут и среднесуточные привесы. В среднем степень снижения затрат протеина может доходить почти до 3%, а энергии до 2% на каждый килограмм прироста массы поросят на фоне применения фитазы. Повышение биологической доступности содержащегося в кормах фосфора при использовании фитазы позволяет уменьшить количество добавляемого неорганического фосфора. Также уменьшается и количество фосфора, который выделяется с навозом. То есть при введении в рацион фитазы снижаются затраты на корма и снижается отрицательное влияние свиноводства на окружающую среду.
Поэтому я считаю, что фермент фитаза – это один из самых важных ферментов, который применяется в свиноводстве. Увы, об этом секрете знаю не только я, а почти 70% свиноводческих хозяйств в мире используют в рационах фитазу. В птицеводстве этот процент еще выше – около 90%. То есть фитаза – это уже неотъемлемый компонент современного рациона свиней и птицы. Также фитазу следует считать не только фактором увеличения доступности фосфора, но и средством повышения доступности других макро- и микроэлементов. А опосредованно через способность снижать затраты энергии на расщепление питательных веществ, фитаза повышает энергетическую питательность рациона и увеличивает переваримость протеина и доступность его аминокислот. Существует несколько форм фитаза. Есть сухие и жидкие формы, а также формы, обладающие высокой термостабильностью. Все это позволяет использовать их при разных технологических подходах к приготовлению кормов. Фитазы – это действенный механизм регулирования минеральной питательности рациона во взаимосвязи с факторами повышения доступности протеина и энергии. Применение фитаза позволяет экономить минеральные добавки, повышать продуктивность и снижать затраты кормов на единицу продукции. Наконец, стоимость фитазы ниже стоимости сэкономленного фосфата как минимум в несколько раз. Но, как говорится, ни одной фитазы единой. Применяются еще и другие ферменты, которые расщепляют другие труднодоступные комплексы, содержащиеся в кормах. Например, труднодоступные некрахмалистые полисахариды. Ферменты позволяют снизить потребление корма до 4-5% и снизить его стоимость до 10%. Так что натуральные корма, благодаря новым технологиям, содержат в себе еще большой потенциал продуктивности. Тема эта очень интересная, и мы продолжим ее рассматривать в наших последующих видео. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим поросятам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!